Таиланд – одна из лучших стран для шопинга, поскольку здесь сосредоточены как огромные торговые центры, различные рынки, среди которых есть также плавучие, так и специализированные магазины при фермах и большое количество супермаркетов и аптек с той же тайской косметикой, которая делается из натуральных продуктов, масел и трав и богата на витамины. В этом видео я расскажу, что обычно привозят из Таиланда, что можно недорого купить в Паттайе, где это все продается и как туда добраться. В частности, в основном туристы привозят тайскую косметику на основе природных компонентов. Популярностью пользуются крема из слизи улиток для омоложения и против морщин, а также различные лечебные мази, бальзамы на основе яда и костей кобры, скорпиона и тому подобное. Однако все эти мази и бальзамы, которые продаются на рынках и в различных магазинах Паттайи за 1, 2, 3 доллара, где указан на русском языке состав мази, больше рассчитаны на туристов и особой эффективностью не обладают. Во всяком случае, мы покупали подобные бальзамы, зеленые и черные, на прилавках Паттайи и, пользуясь ими, не заметили особого эффекта. А вот мазь, которая была куплена в аптеке во время экскурсии на реку Квай за 10 долларов, действительно оказалась эффективной и действенной. Она, в свою очередь, очень помогла восстановить руку и плечо во время сильного ушиба. Также в этой аптеке было куплено масло из 108 трав против герпеса и различных высыпаний. Его цена была около 10 долларов. Оно также оказалось очень эффективным, и если его применять в первый день болячки, то она не развивается. А вот на рынках и в различных магазинах продаются вот такие эфирные масла с шариком на конце против головных болей, простуды и насморка. Их цена составляет 1-2 доллара. В общем-то, за свои деньги они тоже в принципе неплохие. Многие еще расхваливают тигровый бальзам за 59 бат или почти 2 доллара, который тоже можно встретить в магазинах Паттайи, 7-Eleven, Mart Family, Tesco, Best и другие. Однако мы его не покупали, поэтому за эффективность сказать ничего не могу. Писали, что он помогает при простудах своим разогревающим эффектом, если его натирать на спину и грудь. А вот что нам понравилось, так это ингаляторы, которые продаются также в каждом из магазинов и на рынках за 39 бат, чуть больше доллара. Они действительно помогают от заложенности носа и небольшого кашля, и что удивительно, за многие годы они не выветриваются и остаются такими же эффективными с резким ментоловым запахом. Проверено на личном опыте. Различную тайскую косметику с кремами, масками, шампунями и мылами можно встретить как в обычных супермаркетах Паттайи, 7-Eleven, Smart Family, Best и другие, так и в так называемом оптовом магазине тайской косметики, который расположен по дороге Teprassit Road. Там цены ниже, чем во многих магазинах, и если покупать сразу несколько товаров, идет дополнительная скидка. К примеру, маски на основе слизи улиток за 10 штук стоят 100 бат или 3 доллара. Их очень любят покупать туристы. Крема на основе улиточной слизи стоят от 80 до 150 бат, то есть от 2,5 до 5 долларов. Также здесь можно купить необычные тайские чаи – красный, оранжевый с пряностями, синий анчан из цветков орхидеи. Цены варьируются от 40 бат – 1,5 доллара за 50 грамм синего чая до 200-300 бат в зависимости от граммов, сорта и элитности чая. Их можно купить как в продовольственных магазинах, так и в торговых центрах и в специализированных магазинах Паттайи, таких как Дом чая, Теа Village и Чатрамуи. У последнего цены есть на сайте. В данных магазинах цены на чай будут выше, чем на рынках и в продуктовых магазинах, но говорят, здесь они более качественные. Также в этих магазинах можно купить изумрудный чай, это зеленый чай со сливочным вкусом ванили, женьшеневый и много других видов. Еще одним популярным товаром среди туристов является солевой дезодорант Кристалл, изготовленный из природного материала, который можно купить в разных магазинах и аптеках Паттайи. Его цена составляет 39 бат или чуть больше доллара. Он продается в том же магазине 7-Eleven, которые раскиданы по всему городу. Их принцип действия – впитывание лишней влаги, подсушивание и обезвреживание бактерий. Многие покупают еще различные масла – кокосовое, ананасовое и кунжутное, но здесь стоит обращать внимание на состав масел, и, как правило, те, что подороже, будут более натуральные и качественные. Их можно также купить в аптеках. А вот что я не советую покупать в Паттайе, даже в аптеках, так это местные сосательные таблетки против горла. Они абсолютно неэффективны, и за 2 недели отдыха в Таиланде при болях в горле совершенно не помогли. И, как я поняла, особого разнообразия лекарств для горла у них нет. Во всяком случае, в нескольких аптеках ничего больше, кроме этих таблеток, не предлагали.
Поскольку здесь обитают крокодилы и змеи, то вы, конечно же, встретите изделия из их кожи. Это и кошельки, и ремни, и сумки. Это все можно встретить как в магазинах, так и на рынках. Однако там можно попасть на подделку. Поэтому рекомендуется покупать подобные изделия в специализированных магазинах при фермах. Там, конечно, цены будут выше, но и качество соответствующее. Кстати, на змеиной ферме продавалось большое количество мазей, настоек и бальзамов на основе яда, костей и желчи кобры, помогающие при различных заболеваниях. Цены были недешевые, но по отзывам людей говорят, они действительно эффективные. Таиланд также славится жемчугом, который можно купить как на рынках, так и в магазинах. Цены разные, зависят от изделия и самого жемчуга. Подделок практически нет, поскольку его здесь выращивают. Так что любители украшений обязательно найдут здесь что-то на свой вкус. Ну и, конечно же, Таиланд также славится и латексом, который здесь производят. Поэтому отсюда многие везут как латексные подушки, так и матрасы. Мы также покупали здесь латексные подушки. Они, кстати, идут в вакуумной упаковке, поэтому их легко можно перевозить в багаже. Цены разные. Если вы будете покупать в магазинах, куда возят туроператоры под видом фабрики, то цены составят от $100 и выше. Поэтому я советую покупать такие изделия в магазинах при крупных торговых центрах, где цены будут вдвое, а то и втрое ниже. Один из таких центров – это Central Festival. Там есть магазин Bangkok Latex, у которого, кстати, имеется официальный сайт, где вы можете посмотреть цены на их изделия. Те же подушки из латекса стартуют от $30 и выше. Также на сайте есть адреса магазинов и торговых центров, где продаются их товары. Из алкоголя туристы любят покупать рисовое вино. Стоимость бутылки составляет от 30-40 бат за штуку. Еще из Паттайи мы привезли различные фрукты, которые у нас не продаются. Их можно купить на различных рынках Паттайи, которые указаны на карте. Самым дешевым считается рынок Ратанакорн, который расположен возле дороги Тепросит-Роуд, по которой ходят Сангтео темно-зеленого маршрута. На них и можно добраться до рынка. На карте показано расположение рынков относительно разных дорог в Паттайе, по которым ходят те или иные Сангтео, и в зависимости от того, возле какой дороги вы находитесь, вам придется проехать либо один маршрут, либо несколько маршрутов по разным дорогам, чтобы доехать до нужного рынка. Более подробно про маршруты из Сангтео я поясняла в своем видеообзоре о Таиланде, поэтому если вам сложно разобраться с картой и маршрутами тук-туков, советую посмотреть мое предыдущее видео, ссылку на которое я оставила ниже в описании к ролику. Цены на фрукты в Паттайе разные и зависят от сезона. Курс валют на данный момент составляет $1 33 бата. Мы везли из Паттайи драгонфрут, рамбутан, лангсат и мангостан, или как его называют еще мангостин. Цены на фрукты показаны на видео. На некоторых рынках, кстати, можно купить и неплохую, а также недорогую одежду. Цены стартуют от 100 до 200 бат, $3-6 за футболку или штаны. В общем, как вы видите, в Таиланде можно купить много чего интересного, поэтому для шопинга в Паттайе советую выделить как минимум пару дней из отдыха. Какие-то лечебные товары в виде тех же мазей я бы, наверное, советовала покупать в аптеках. Они там хоть и стоят дороже, но имеют реальный эффект, в отличие от дешевых бальзамов для туристов на рынках. Косметику также можно купить как в аптеках, так и в магазинах, а на рынках я бы покупала только фрукты или легкую одежду. Кстати, в Паттайе также можно купить дешевле какую-то технику, но опять же покупать ее стоит в специализированных магазинах, которые находятся в больших торговых центрах, например, Центральный фестиваль. При выезде из Таиланда за нее потом можно будет получить возврат денег в аэропорту в виде уплаченного НДС. В частности, наши родители купили профессиональный фотоаппарат Canon, который стоил дешевле, чем у нас в Украине. Плюс ко всему еще и получили частичный возврат средств в аэропорте. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видеообзоры. В комментариях можете поделиться своими покупками из Таиланда.